Дональд Трамп отменил визит своих посланников в Исламабад для мирных переговоров с Ираном. Чем он объяснил такое решение? Эхо Чернобыля 40 лет спустя. Как катастрофа на ЧАЭС изменила жизнь людей и весь мир. Нетаньяху отдал приказ Цахал нанести мощный удар по целям радикального движения Хезболла в Ливане. А в самом Израиле тем временем вспыхнули антиправительственные протесты. Попытка военного переворота в Мали, обстрелян дом министра обороны и еще ряд государственных учреждений. Виктор Орбан отказался от депутатского мандата и заявил, что считает свое присутствие в парламенте ненужным. В Эстонии прошел первый конкурс «Визга свиней». Выступления участников оценивали по аутентичности, силе и зрелищности. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Начинаем со срочной новости. Во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США, произошла стрельба. Трампа и других руководителей государства эвакуировали. Мероприятие отложено на месяц. По предварительным данным, предполагаемый стрелок задержан. Звуки, похожие на выстрелы, прозвучали в разгар мероприятия в зале приемов отеля «Вашингтон Хилтон». После этого сотрудники секретной службы вбежали в зал с оружием наготове. Высокопоставленных чиновников немедленно эвакуировали. В их числе были сам Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Хексет, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. Участники ужина после первых выстрелов спрятались под столами. Помощник Белого дома сообщил, что Трамп не пострадал. Трамп и первая леди пригнулись за трибуной, после чего сотрудники секретной службы поспешно вывели их. Многие из 2600 присутствовавших укрылись, тогда как официанты выбежали к передней части зала. Незадолго до инцидента и того, как охрана сопроводила ее со сцены, Мелания Трамп, согласно сообщениям C-SPAN, как будто заметила что-то в толпе и выглядела обеспокоенной. Власти установили личность у предполагаемого стрелка. Это 30-летний мужчина из Калифорнии. 3 источника телеканала CNN рассказали, что был ранен агент секретной службы. Утверждается, что пуля попала в защитное снаряжение агента, и его доставили в местную больницу. Состояние агента на данный момент неизвестно. Позже Трамп выложил в своей соцсети кадры инцидента и прокомментировал случившееся на срочной пресс-конференции. Что ж, большое спасибо. Это было совершенно неожиданно, но секретная служба и правоохранительные органы сработали невероятно профессионально. А ведь это было мероприятие, посвященное свободе слова, которое должно было объединить представителей обеих партий и представителей прессы. И в определенном смысле так и произошло, потому что в тот момент все действительно сплотились. Я видел зал, который был полностью един. В каком-то смысле это было очень красиво. Очень красивое зрелище. Вооруженный человек атаковал пункт досмотра службы безопасности, имея при себе несколько видов оружия, и был нейтрализован очень храбрыми сотрудниками секретной службы. Они действовали очень быстро. Ради прозрачности и ясности я распорядился обнародовать запись. Вероятно, она у вас уже есть. Разместите ее в Truth и на многих других платформах. Это видео показывает насилие со стороны этого бандита, напавшего на нашу Конституцию, а также то, насколько быстро секретная служба и правоохранители действовали в интересах нашей страны. Они действительно отлично справились. Один офицер получил ранение, но его спасло то, что на нем был, очевидно, очень хороший бронежилет. В него выстрелили с очень близкого расстояния из очень мощного оружия, и бронежилет сделал свое дело. Я только что говорил с этим офицером. У него все отлично. Он в прекрасной форме, в очень бодром настроении. Мы сказали ему, что любим его и уважаем. Он очень гордый человек, очень гордится своей службой. Агент секретной службы. Мы рассмотрели все, что произошло сегодня вечером. И скажу так, это не особенно защищенное здание. Не хотел этого говорить, но именно поэтому нам нужны все элементы того, что мы планируем в Белом доме. Там помещение больше и гораздо безопаснее. Оно защищено от дронов. Там пуленепробиваемое стекло. Нам нужен бальный зал. Именно поэтому этого требует секретная служба. Именно поэтому этого требуют военные. Они хотят этот бальный зал уже 150 лет по множеству причин. Но сегодняшний день отличается, потому что сегодня нам нужны такие уровни безопасности, которых, вероятно, никто прежде не видел. Но все должны испытывать огромную благодарность за мужество правоохранителей, федеральных сил правопорядка, а также полиции Вашингтона. Мы только что говорили с мэром. Когда мы закончим, начальник полиции выступит и также изложит их точку зрения. Но они тоже сработали именно так, как должны были. Когда вы увидите нападавшего в разных эпизодах, вы также увидите его полностью обезвреженным и находящимся под полным контролем.
Как вы знаете, это не первый случай за последние пару лет, когда на нашу республику покушался потенциальный убийца, который стремился убить в Батлере, штат Пенсильвания, менее 2 лет назад. Вы все знаете эту историю. А затем в Палм-Бич, штат Флорида, несколько месяцев спустя мы тоже были близки к беде. И тогда правоохранители также отлично сработали. Но в свете событий сегодняшнего вечера я прошу всех американцев вновь всем сердцем посвятить себя мирному разрешению наших разногласий. Мы должны разрешать наши разногласия. Я скажу так. Там были республиканцы, демократы, независимые, консерваторы, либералы и прогрессисты. Возможно, эти слова взаимозаменяемы, а возможно и нет. Но все в этом зале, огромная толпа, рекордная аудитория, проявили огромное единство, любовь и стремление быть вместе. Я наблюдал за этим и был очень впечатлен. Со мной и первой леди обошлись прекрасно. Нас очень быстро вывели со сцены. Вице-президент Джей Ди Венс, который находится здесь, также был эвакуирован безупречно. Он как раз говорил, насколько быстро все сработали. Правоохранители, секретная служба, особенно в этом случае. Марко пережил то же самое. Пит тоже был там. Пит не хотел никакой помощи. Он не хотел, чтобы ему кто-то помогал. Но помощь все же получил. Не так ли? И, думаю, вы тоже сказали, что все было очень впечатляюще. Поэтому я хотел бы пригласить Тодда Бланша, чтобы он сказал несколько слов и сообщил вам. Работа уже идет. Этот человек задержан. Они направляются в его квартиру. Полагаю, он живет в Калифорнии. Это больной человек, очень больной человек. Мы не хотим, чтобы подобное происходило. Но считаю очень важным сказать следующее. Я сказал организаторам вечера. Они провели все прекрасно. Это был прекрасный вечер. И снова речь шла о свободе слова и нашей Конституции. В этом и был весь смысл. Не только о корреспондентах Белого дома. На самом деле все было посвящено свободе слова и нашей Конституции. И я очень четко сказал, мы проведем это снова в течение ближайших 30 дней. Мы сделаем это масштабнее, лучше и еще красивее. Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен. Также хочу поблагодарить прессу, СМИ. В освещении вы проявили большую ответственность. Я видел, что выходит, и должен сказать, вы вели себя очень ответственно. Тодд Бланш, пожалуйста, скажите несколько слов. Потом, думаю, мы перейдем дальше. Возможно, сможем ответить на пару вопросов. Я хочу поблагодарить первую леди. Для нее это был довольно травматичный опыт. Там наверху все происходило очень быстро и очень напряженно. Но, повторю, скорость реакции была просто невероятной. И мы перенесем мероприятие. Мы проведем его снова. Мы не позволим никому захватить наше общество. Мы не будем все отменять, потому что так нельзя. Мы хотели остаться сегодня вечером. Скажу честно, я отчаянно боролся за то, чтобы остаться. Но это был протокол. Они сказали, пожалуйста, сэр, потому что происходило много событий, и они не знали всего. Возможно, это одиночный стрелок. Но мы скоро узнаем. Очень скоро узнаем. У них все полностью под контролем. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил визит своих посланников Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Исламабад для мирных переговоров с представителями Ирана. На 27 апреля планировались трехсторонние контакты после отдельных двусторонних встреч американских и иранских представителей с пакистанской стороной. Но внезапно глава Белого дома кардинально поменял свое решение. Я только что отменил поездку моих представителей в Исламабад, Пакистан, на встречу с иранцами. Слишком много времени потрачено на дорогу, слишком много работы. Кроме того, в их руководстве царит огромная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто главный, включая их самих. Кроме того, все козыри у нас, а у них нет. Если они хотят поговорить, им достаточно просто позвонить. Президент Дональд Трамп. Иранская делегация во главе с Аббасом Аракчи уехала из Пакистана после переговоров с властями страны, так и не встретившись с представителями США, сообщает телеканал Аль-Джазира. Перед отъездом делегация передала пакистанскому руководству официальный список требований Тегерана по прекращению войны с Соединенными Штатами. Позднее в своем сообщении в телеграм-канале Аракчи сообщил, что встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Исхаком Даром. Аракчи отметил, изложил принципиальные позиции нашей страны в отношении последних событий, связанных с режимом прекращения огня и полным окончанием навязанной войны против Ирана. Аракчи отметил, что стороны обсудили актуальные вопросы и возможности укрепления двусторонних отношений. Очень продуктивный визит в Пакистан, чьи добрые услуги и братские усилия по возвращению мира в наш регион мы высоко ценим. Мы изложили позицию Ирана относительно действенной основы для окончательного прекращения войны. Пока не ясно, действительно ли Соединенные Штаты настроены серьезно на дипломатию.
Позже, во время общения с журналистами во Флориде, глава Белого дома объяснил, почему он принял решение не отправлять своих советников на переговоры с Ираном. Хорошо, вы, наверное, слышали, что мы отменили поездку. У нас есть все козыри. Мы не собираемся проводить 15 часов в самолетах, постоянно летая туда-сюда, чтобы получить документ, который оказался недостаточно хорошим. Поэтому мы будем решать вопросы по телефону, и они могут звонить нам в любое время. Повторюсь, у нас есть все козыри. У них практически не осталось армии. У них не осталось лидеров. Мы не знаем, кто лидеры. Никто не знает, кто лидер. Я думаю, они сами не знают, кто лидеры, что очень важно. Я думаю, что Пакистан — это замечательно. Я думаю, что фельдмаршал — фантастический человек. Я думаю, что премьер-министр Пакистана — великий человек. И знаете, им бы хотелось, чтобы что-то произошло. Но мы не собираемся ехать от 15 до 16 часов, чтобы встретиться с людьми, о которых никто никогда не слышал. Что изменилось? Что заставило вас принять это решение? Слишком много поездок. И когда они сказали, что встреча запланирована на вторник, я сказал, вторник — это очень далеко. Но если разобраться, это очень много поездок. Нет, мы не хотим этого делать. В какой момент вы отправите Виткофа и Кушнера, а также вице-президента Венса? В какой момент вы будете готовы? Ну, мы бы были готовы. Все трое очень компетентны. Это все хорошо. Но они встречались не с главой страны. Они встречались с другими людьми. И я сказал, что мы просто не будем этого делать. Слишком много поездок, слишком много времени. Слишком дорого. Я очень экономный человек. Я не буду иметь дело с тем, кто не руководит процессом. Они не знают. Они борются друг с другом. Идет огромная внутренняя борьба. Вероятно, они борются за лидерство. Во многих случаях, я думаю, они борются не за то, чтобы быть лидером, потому что мы убрали 2 уровня лидеров. Но нет причин ждать 2 дня, заставлять людей путешествовать по 16-17 часов. Мы так не поступаем. Вы продолжите перемирие? Я еще даже не думал об этом. Предложили ли они что-нибудь взамен за 20 лет при остановке обогащения урана? Они предложили много. Они предложили много, но недостаточно. Спасибо. Сотни израильтян приняли участие в антиправительственном митинге в Тель-Авиве после того, как переговоры о прекращении огня между Ираном и Соединенными Штатами провалились. Участники акции выражали опасения, что ситуация может перерасти в масштабную эскалацию конфликта в регионе. Иран ранее наносил удары по израильским целям, что лишь усилило напряженность и тревогу среди населения. Люди также опасаются возможного роста цен на топливо и товары первой необходимости в случае дальнейшего обострения. Протестующие призвали власти к более решительным шагам для предотвращения войны и стабилизации ситуации. Мы также выступаем против войны в Иране, потому что считаем, что она только усугубила ситуацию. Она не привела нас к урегулированию и спокойствию, поэтому мы здесь. Создается впечатление, что мы находимся в состоянии прекращения огня. И каждый раз можем вернуться к войне. С другой стороны, наше правительство на самом деле не принимает участие в этих переговорах. Мы говорим о нашей безопасности и безопасности региона, но на самом деле не принимаем решений. И также создается впечатление, что в правительстве хотят, чтобы мы жили в хаосе и не знали, что происходит. И я думаю, что часть этой демонстрации заключается в том, чтобы показать, что мы хотим жить в стране, которая хочет мира и политических решений. Тем временем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ Цахал нанести мощный удар по целям радикального шиитского движения Хезболла в Ливане после того, как, по заявлению армии обороны Израиля, группировка нарушила режим прекращения огня, продленный ранее на этой неделе. Несколькими часами ранее израильские военные сообщили, что уничтожили более 15 террористов на юге Ливана, в том числе 3, которые ехали на транспортном средстве, загруженном оружием. По версии военных, ливанское движение обстреляло Израиль ракетами. В Цахал также обвинили Ливан в запуске дронов со взрывчаткой в направлении солдат в районе Кантара. При этом беспилотники взорвались рядом с войсками, но не причинили травм. Тем временем ливанское госагентство National News Agency передает, что уже 4 человека погибли за последние часы в результате израильских ударов по югу Ливана. В ночь на 26 апреля 1986 года вблизи города Припять взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Случилась крупнейшая авария в истории атомной энергетики. От радиации пострадали значительные территории нынешних Украины, Беларуси и России. Затронуты оказались и ряд стран Европы. Вокруг станции была создана 30-километровая зона отчуждения, из которой эвакуировали все население, более 115 тысяч человек.
Из сельхозоборота вывели около 5 миллионов гектаров земель. В ликвидации последствий беспрецедентной техногенной катастрофы приняли участие около 550 тысяч человек, а сама она вызвала глубокое недоверие к мирному атому. Да, это он. 4-й реактор Чернобыльской атомной. Вскоре после взрыва. Бывший гордостью 2 года. Ставший бедой на годы. Петр Гурин говорит, что его здоровье так и не восстановилось с тех пор, как 40 лет назад его отправили на разминирование Чернобыльской АЭС после самой страшной в мире ядерной аварии. Он был среди сотен тысяч ликвидаторов, привлеченных к ликвидации последствий взрыва на 4-м реакторе. В первые сутки после катастрофы погиб 31 работник станции и спасатель, в основном от острой лучевой болезни. Еще тысячи людей с тех пор скончались от болезней, в большей степени онкологических. Там в Чернобыле были огромные кучи бетона, просто гигантские кучи. Мы стояли и загружали бетон рядом с этими кучами. У меня был экскаватор объемом 2 кубических метра. Когда мы загружали бетон, экскаватор опрокинулся. Подъезжавшие машины были освещены. Экскаватор тоже был освещен, потому что до того, как я его использовал, он накопил много радиации. Я понял, что, каким бы малым ни был мой вклад, я делаю все возможное, чтобы помочь укротить этого атомного зверя и взять его под контроль. Радиация, в конце концов, невидимый враг, который поражает все живое. Меня привезли в больницу, и врачи сначала взяли анализ крови. Они прокололи мне все пальцы, и вытекла бледная жидкость, но крови не было. Это правда. А потом врачи вынесли свой вердикт: меня нужно немедленно вывести из Чернобыльской зоны. Спасатели после Чернобыльской катастрофы разбросаны по разным регионам и тихо умирают. Осталось мало. Скажу вам, ни один человек, работавший на Чернобыльской станции, не находится в добром здравии. Это называется смерть от 1000 порезов. Валентина Ананенко живет на 9-м этаже киевского многоквартирного дома, который был атакован российским беспилотником «Шахед» в ноябре прошлого года. Этот дом называют Чернобыльским. 40 лет назад ликвидаторы получили здесь квартиры. Валентина круглосуточно ухаживает за своим мужем Алексеем, одним из 3 работников Чернобыльской АЭС, которым приписывают предотвращение 2-го взрыва в начале мая 1986 года. Их квартира после прилета «Шахеда» пострадала не сильно. А вот квартира соседки Натальи Ходимчук, чей муж стал первой жертвой Чернобыльской катастрофы, выгорела полностью. Сама Наталья скончалась на следующий день от многочисленных ожогов. В популярном сериале «Чернобыль» есть и сцена, посвященная первому погибшему в аварии. Мужчина в белом халате ищет Валерия Ходимчука, оператора главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока. Валерия так и не найдут. В гроб положат только рубашку. И вот 40 лет спустя в другой войне погибла и его жена Наталья. Вот видите, как здесь все сгорело? И здесь живут люди. Но, а вот тут, конечно, здесь больше никто не живет, она непригодна для проживания. Здесь в углу спала Наталья, вдова Валерия Ходимчука. Она сказала мне, что спала, когда тревога в коридоре, чтобы укрыться, несмотря на то, что у нее здесь 4 комнаты. С июля 2024 года зафиксировано по меньшей мере 92 российских дрона, пролетавших в радиусе 5 километров от арки Чернобыльской АЭС. Также в радиусе около 20 километров пролетели как минимум 35 российских ракет «Кинжал». Еще одной серьезной угрозой для станции и всей зоны отчуждения остаются блэкауты. Полное обесточивание после российских атак. За последние полгода АЭС 4 раза оставалась без электроэнергии. На станции есть дизель-генераторы и запас топлива, однако это тоже потенциально опасная ситуация. Для хранения и охлаждения огромного количества отработанного ядерного топлива, находящегося на объекте, необходима электроэнергия. Она обеспечивает работу насосов, подающих воду. Кроме того, в зоне отчуждения находится крупнейшее в мире хранилище ядерного топлива. Оно по-прежнему выделяет тепло, и для его охлаждения необходима электроэнергия. Уходящий с поста премьер Венгрии Виктор Орбан отказался от депутатского мандата. Политик заявил, что считает свое присутствие в парламенте ненужным, но продолжит работу над реорганизацией партии Фидес. Также, по его словам, будет существенно обновлена фракция его партии в парламенте.
Только что завершилось заседание Президиума ФИДЕС. Активно идут обсуждения обновления национального лагеря, парламентской фракции и защиты наших сообществ. Мы выслушали всех кандидатов в депутаты. Нам важны мнение, опыт и готовность действовать каждого члена нашего сообщества. Мы также приняли несколько важных решений. Парламентская фракция будет коренным образом преобразована. В понедельник она сформируется, ее руководителем станет Гергей Гуяш. Мандат, который я получил как лидер списка ФИДЕС, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил его вернуть. Рамош нужен нам не в парламенте, а в деле реорганизации национального лагеря. На следующей неделе мы проведем национальный совет, а очередной съезд по обновлению перенесли на июнь. Почти 4 десятилетия я возглавлял наше сообщество. За это время были и успехи, и неудачи, победы и поражения на выборах. Но одно оставалось неизменным. Это сообщество всегда было самым сплоченным и единым политическим объединением в Венгрии, и сейчас стране тоже нужна эта сплоченность. Президиум предлагает, чтобы я продолжил свою работу в качестве председателя ФИДЕС, и если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче. Да хранит нас всех Бог, Венгрия превыше всего. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что не будет выдвигать кандидатуру премьер-министра, поскольку ни одной парламентской группе не удалось заручиться достаточной поддержкой для формирования парламентской коалиции после выборов в прошлом месяце. Это означает, что предложение кандидата будет передано депутатам парламента, у которых будет 14 дней на выдвижение кандидатуры нового премьера. И если им это не удастся, состоится 3-й тур голосования в парламенте. Уважаемые граждане, заявления и призывы к депутатам о том, что я выдвину в качестве премьер-министра кандидата, который продемонстрирует поддержку как минимум 46 депутатов, по изложенным причинам, в данных обстоятельствах и на данном этапе процесса утратили свой смысл. То же самое относится и к ожиданию этих 46 голосов, поскольку из консультаций с руководителями парламентских групп и последующих публичных заявлений очевидно, что коалиция, состоящая из большинства депутатов Национального собрания, не формируется. Кроме того, я не хочу предлагать кандидата на пост главы правительства меньшинства. В Мали вооруженные антиправительственные отряды провели серию скоординированных нападений на столицу Бамако и несколько городов на севере страны. Удары пришлись по военной базе в Кате рядом с Бамако, а также по городам Мопти, Гао и Кидаль. Около 6 утра в районе Кати были слышны взрывы и стрельба, которая, по словам очевидцев, длилась более 4 часов. По словам местных жителей, дом министра обороны Садио Камары был обстрелян и разрушен. Ответственность за нападение официально не взяла ни одна группировка, но источники Reuters в силовых структурах связывают нападение с джихадистской группировкой, близкой к Аль-Каиде, а также к альянсу Фронт освобождения Азавада. Мали уже более 10 лет страдает от действий вооруженных формирований, а также от выступлений туарегских сепаратистов. В последние годы власти Мали делали ставку на поддержку российских наемников, но в то же время начали искать сближение с Соединенными Штатами. Ближе к вечеру ситуацию удалось стабилизировать. Военные заявили, что ситуация полностью под их контролем. Доброе утро. Генеральный штаб Вооруженных сил информирует национальную общественность о том, что утром 25 апреля 2026 года вооруженные террористические группы предприняли попытку нападения в ряде городов страны. Благодаря профессионализму и самоотверженности вооруженных сил Мали, они немедленно потерпели сокрушительное поражение. Несколько террористов были нейтрализованы, а техника уничтожена. Операции по зачистке продолжаются. Ситуация находится под контролем. Генеральный штаб Вооруженных сил призывает население сохранять спокойствие и проявлять благоразумие. Не распространяйте видео или пропагандистские сообщения, направленные на разжигание всеобщей тревоги. В этом контексте крайне важно обращаться исключительно к официальным каналам для получения достоверной информации. Мы вернемся с дополнительной информацией. Принцесса Уэльская посетила торжества в честь Дня Анзак в Лондоне в субботу, 25 апреля. После памятного парада она возложила венок к кинотафу в Уайт-Холле и приняла участие в службе в Вестминстерском аббатстве. День Анзак посвящен австралийским и новозеландским военнослужащим, которые сражались и погибли в войнах.
Изначально памятная дата была связана с кампанией на Галлипольском полуострове во время Первой мировой войны, завершившейся большими потерями с обеих сторон. 25 апреля 1915 года 1000 солдат австралийско-новозеландского армейского корпуса высадились на побережье Турции в рамках неудачной операции союзников. Сегодня День Анзак служит напоминанием о вкладе всех военнослужащих Австралии и Новой Зеландии, участвовавших в различных конфликтах. Для выхода в свет принцесса выбрала монохромный образ. Принцесса Кэтрин появилась в сшитом на заказ темно-синем платье-пальто от Alexander McQueen by Sarah Burton с белыми лосканами. Образ дополнили шляпка-таблетка Джейн Тейлор Лондон, замшевые лодочки Джанвито Росси и сумочка де Мольер. Кейт Миддлтон также выбрала особенные украшения. Серьги с сапфирами, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, и колье с подвеской из танзанита и бриллиантами стоимостью 8400 фунтов стерлингов. К пальто принцесса прикрепила брошь с красным маком как символ памяти павших. В эстонском Тарту прошел необычный конкурс визга свиней, собравший участников всех возрастов. Конкурсанты соревновались в умении воспроизводить свиные звуки, от хрюканья и ворчания до оригинальных вариаций, вдохновленных оперой. Жюри из представителей свиноводческой отрасли оценивало выступления по аутентичности, силе и зрелищности. Организаторы отметили, что мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам свиноводства в Эстонии на фоне конкуренции в ЕС, а также познакомить детей с животными, которых редко можно увидеть из-за ограничений, связанных с африканской чумой свиней. Победителем конкурса стал Андрус Майлехт, который, по его словам, немного потренировался дома и сумел покорить жюри своим выступлением. Жизнь должна быть веселой. Я немного пошумел дома, немного потренировался, а потом пришел сюда и победа! Мне кажется, свиньям нравится вопить. Мне это немного напоминает оперное пение, потому что они издают звуки, похожие на уи, и это немного похоже на оперное пение, на мой взгляд. Это просто забавный способ привлечь внимание к свиньям. У нас здесь также есть наши поросята с фермы, чтобы люди могли их увидеть. Потому что из-за африканской чумы свиней свинофермы очень закрытые. Поэтому дети не часто могут увидеть свиней.